Добрый день, друзья! С вами Академия современной электрики и капитан Дэн. Это видео посвящено лайфхакам, которые больше всего предназначены для заказчиков, ну и в какой-то мере могут пригодиться строителям, инженерам, электрикам. Первое, о чем я хочу поговорить, это проработка существующего проекта. Да, возможно, у вас отличный проект, вы долго над ним думали, обсуждали его, красиво нарисовали. Каждый инженер-проектировщик, он по-своему художник, и каждый художник видит по-своему. Всегда полезно показать проект другим художникам, да, проектировщикам, может быть, строителям, таким уже как бы искушенным в умных домах. Со стороны это будет виднее, какие-то даже не то чтобы ошибки, а какие-то нюансы, которые можно переиграть, предусмотреть на этапе вот как бы еще до стройки, закладки кабелей и так далее. В процессе строительства заказчик вспоминает о каких-то вещах, хотелки добавляются, проект распухает, он уже утвержден, уже его никто не перерисовывает, это некоторые неудобства, нервы, время, деньги. По моему опыту чаще всего забывают учесть фасадный ландшафтный свет. Были случаи, что даже калитку, ворота, там на них не нарисованы были кабели, их вот в последний момент как-то там подсовывали, докладывали. Хорошо, что остались еще лазейки, там не все было отштукатурено и заделано там плиткой красивой. Станции полива, камеры, какие-то подсобные помещения, там бывает домик для белки, енотов, просто беседка уличная, там гриль какой-то уличный, куда тоже надо вывести освещение, розетки. И по поводу АВР, ЭБП, кабеля для Тесла и солнечных панелей тоже задуматься в последнюю очередь. А вдруг я куплю Теслу? Да, надо зарядку сделать там в гараже и где-то там на улице под навесом. Все, там у тебя уже все прокинуто, все забетонировано, это все штрабление, все, ну, лишнее время, деньги и, опять же, мучения. Лучше все это учесть заранее. Но это что касается добавок. Бывает обратный эффект. До 90% проектов перегружены умными устройствами. Свет в шкафах, в подсобках, тех помещениях, в крыле персонала. Это лишние десятки тысяч евро. Подумайте, а надо оно вам? Ну, персонал, зачем там умные панели по 300 евро? Да, там обычные выключатели. Там даже бинарники не обязательно ставить. Ну, в крайнем случае, мы ставили бинарники, на их место обычные выключатели. Тоже приличная экономия. Ну, если вы вдруг захотите этим крылом управлять, как-то выключать свет, в конце концов, можно на него поставить одно мастер-реле за 3000, да, и одной кнопкой выключать все крыло, когда персонал вы отпустили на выходные, там хотите в доме одни побыть, а отключить этот блок совсем. То есть не обязательно для этого использовать лишнее реле за 50 тысяч, которое будет всем светом управлять, и кучу панелей, которые персоналу они сильно не нужны. Обычные кнопки, обычные.